Всем привет! Из Астрахани транспортной компанией нам отправили моторчик Suzuki 8. Старая модель, еще с контактным зажиганием. Нижним расположением ручного стартера. Владелец приобрел его в январе 2020 года в Выборге. Мотор привезен из Финляндии. По словам владельца, он побывал 3 раза в ремонте, но так и не удалось его довести до ума. Мотор очень плохо запускается и не работает как положено. Мы тоже сомневались, получится ли у нас его сделать в связи с дефицитом запчастей на этот мотор и возможные проблемы с контактным зажиганием. Владелец все же решил рискнуть и отправить нам мотор. Посмотрите на эти прокладки. Это была проблема с попаданием воды в цилиндр. Вот родная пластина, которая просто прогнила из-за коррозии. И у нас тоже был такой случай. Мы снимали видео про ремонт такой же модели на канал. Мы изготавливали эту пластину из нержавейки. Случай был один в один. Образовалось маленькое отверстие, через которое вода под давлением просачивалась в цилиндры. Мы зачистили поверхность, очень много раковин вокруг. Мы изготовили пластину толщиной 1,5 мм из нержавейки и собираем все на новые прокладки. В сервисе решили не заморачиваться, а просто изготовить такую квадратную пластину и вот так вот сделать прокладки с двух сторон. Нет, что-то не то. У нас мотор вообще отказался запускаться. Решили для начала посмотреть карбюратор. Увидели, что разбит винт качества, разбиты каналы в карбюраторе. И начать нужно с полной замены карбюратора. К счастью, к нам поступил на ремонт такой же двигатель Suzuki 8, только немного поновее. Не сильно он отличается по возрасту. У него такой же синий цвет, только сверху он покрашен в серый, для того, чтобы его можно было продать по завышенному году выпуска. Это абсолютно такая же модель, только уже с верхним ручным стартером и электронным зажиганием. Мы его запустили, проверили. Мотор оказался полностью рабочий. Его привезли для того, чтобы мы устранили люфт румпеля. Мы это уже сделали. Изготовили втулку, и никакого люфта больше нет. Мы сняли с него карбюратор и поставили на проблемный мотор. И этот мотор с рабочим карбюратором запустился хорошо и начал работать стабильно. Да. А вот переставили карбюратор с рабочей 8. Мотор заработал. Значит, проблема в карбюраторе все-таки. Когда-то мы заказывали с Алиэкспресса китайский карбюратор для какого-то лодочного мотора. Мы его нашли и решили поставить на Suzuki. К нашему удивлению, мотор заработал отлично. В общем, нашли вот такой китайский карбюратор от какого-то мотоблока, поставили его. Давайте запускаем. Мотор вообще четко работать стал. Здесь немножко по-другому расположен штуцер топлива, и подсос не работает, потому что надо переделывать механизм. Но в целом
Он почти идеально подошел по посадке. Нужно было только на миллиметр расширить отверстие крепления карбюратора на шпильке. Мы даже немного форсировали мотор. У этого карбюратора больше диффузор и эжиклер. В нашей емкости с водой мотор развивает обороты до 6000. Но, к сожалению, с подбором винтов у этих моторов не все так просто. Да и ремонтопригодность тоже под большим вопросом, так как некоторые запчасти на него давно сняты с производства или стоят совсем неадекватных денег. Однако не все так хорошо с этим карбюратором, как хотелось бы. Он очень боится накачивания бензина грушей. Игольчатый клапан не держит давления и карбюратор переливает из-за грубой некачественной обработки седла клапана поплавковой камеры. Скорее всего, карбюратор просто рассчитан на подачу бензина самотеком, без большого давления. Но во время работы мотора, как на холостых, так и на максимальных оборотах, никакого перелива мы не обнаружили. Мы сказали владельцу, что нужно менять карбюратор в сборе. С этим карбюратором мы уже сделать ничего не можем. И предложили вот такой вариант с этим карбюратором китайским с Алиэкспресса. Он сюда подошел, но, конечно, он не предусмотрен для этого мотора Suzuki. Например, вот у него механизм для закрытия воздушной заслонки мы сделали сами. А тяга на газ подошла почти идеально. Нужно было только рассверлить отверстие под тягу. И сейчас мотор работает с этим карбюратором очень хорошо. У этого карбюратора нет винта качества смеси. Есть только винт регулировки количества. И обратили внимание, что на холостых оборотах мотор начинает задыхаться. То есть много воздуха поступает на холостых оборотах. Решили заглушить отверстие, которое подает воздух в каналы холостого хода. И таким образом мотор на холостых оборотах заработал отлично. Мы настроили качество смеси таким образом при помощи заглушки. Да, получился такой колхоз, но мотор работает. Как сказал один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл даже, что он сказал, но мысль была хорошая. Короче, для тех, кто ищет карбюратор, чтобы увеличить мощность своего Suzuki 6 до 8 сил, вот есть такой альтернативный вариант. Подключаем топливо, начинаем качать грушей, и все, с карбюратора потек бензин. Мы вывели шланг перелива вот сюда. С этого шланга в воду будет вытекать бензин при переливе. Все, бензин мы накачали, запускаем. Во время работы перелива не будет. Перелив только при первой подкачке бензина. Мотор работает просто замечательно. Обратите внимание, что бензин не льется. При этом топливный насос работает, качает топливо с внешнего бака. Включаем передачу. Обороты держит как максимальные, так и холостые, и ничего не переливает. Также мы снимали маховик, проверяли состояние верхнего сальника коленвала. Его мы не меняли, он в хорошем состоянии, но при этом мы отрегулировали зазор контактов 0,35 и почистили контакты. Искра была немного нестабильная, сейчас она стабильная. Также мы
заменили свечи зажигания. Я думаю, что на этом можно закончить. Владельцу нужно будет только приноровиться его запускать. Я, например, сейчас не закрывал воздушную заслонку, хотя мотор был холодный. Владелец попросил заменить нижний сальник коленвала, потому что при снятии редуктора он наблюдал бензин с маслом на вертикальном валу. Сняв двигатель, мы заменили убитый нижний сальник коленвала, и сразу был заменен сальник вертикального вала. Вынимая мотор из обрешетки, на пол вылилось трансмиссионное масло. Позже проверили масло в редукторе, в него попадает вода. Поэтому сняли редуктор, слили масло с водой и дали давление, чтобы узнать, в каком месте поступает вода в редуктор. Проблемным местом оказалось уплотнительное кольцо тяги и переключения передач. Затем снова дали давление, все сальники и уплотнения держат. Заливаем новое масло. Пишите свое мнение, что вы думаете о нашей идее, и делитесь опытом, если вы ставили какие-то неродные карбюраторы на лодочные моторы. Это будет полезно как нам, так и водномоторникам. А мы, в свою очередь, показываем свой опыт для вас, потому что мы сами выкладывали видео по увеличению мощности Suzuki 6 до 8 сил, и вот эта пластина, на которую устанавливается карбюратор, и сам карбюратор от 8 сил, это дефицит. Если с пластиной еще можно что-то придумать, то карбюратор от Suzuki 8 найти очень тяжело. Новый найти вообще нереально, а бэушный сложно. Поэтому можно придумать кое-какие альтернативы. Владелец будет думать насчет того, оставлять ли этот карбюратор или все-таки он будет искать новый карбюратор. А мы на этом заканчиваем. Всем пока!